Доброе утро, 31 мая. Наши массажистки-попрошайки уже здесь. Лапы в гору. Все, ну, что такое? Все. Откладывать телефон. 2 руки надо, да? Ну ладно. Я вышел на короткую прогулку. Часика полтора, наверное, погуляю, не больше. Сегодня у нас что-то жара. Градусов 25 на улице. На солнце еще больше. Вот надо сгонять сейчас по делам в одно место, а потом уже пойду гулять. Рискнул обуть сандалеты. Надеюсь, не разотрут мозоли. Но надо к ним привыкать. Я заскочил домой, а тут меня ждет моя посылочка. А в ней что? В ней ковер. Сейчас мы его немножко и посмотрим. Да, серьезная упаковка. Просила я у этого продавца чек положить, но он сказал, что покупал через интернет, и у него должен быть где-то на почте. Он сказал, найдет и отправит мне. Но пока что письма от него нету. В общем, ковер. Вот он. Распаковку, наверное, и проверку его на пропускание воздуха сделаю потом. Сейчас некогда, иду дальше гулять. Переобуюсь, наверное, потому как ходил же я в этих шлепанцах. В итоге там снял по дороге носки, так что-то жарко мне стало. Думаю, проверю, как без носков будет, потеть не будет. И там уже пластырь на правой ноге, чувствую, отклеился, немножко побаливает. В общем, потеет тоже там сильно стопа под этой тканью. И на жаре, вот, моментально чувствуется влага. В общем, не знаю, как я к ним приспособлюсь, в конце концов. Лапки у меня какие-то нежные сильно. Ну, будем что-то думать. Иду, размышляю по поводу этого коврика. Я как коробочку открыл, увидел его. Честно сказать, немного удивился, насколько он большой. Я-то помню, там размеры были указаны в упаковке 28 на 20, но я как-то, пока визуально его не видел, не думал, что это так много. Мне показалось, так он больше, чем 3-литровая банка в упаковке. Выше точно, да и так, наверное, больше по объему. Склоняюсь пока я к мысли, что какой бы хороший он, приятный не был для сна, наверное, это кандидат все-таки на продажу. То есть я, конечно, буду сейчас пробовать его, проверять, там, чтобы он не спускал вот это все, потому как, еще раз напомню, человек заверял, что он новый, продавал как новый, и вообще там он говорит, я не доставал его с упаковки. Я людям, конечно, верю, но проверяю. Поэтому я посплю на нему ночку, на нем посплю ночку и посмотрю, спустит он там чуть-чуть или вообще не чуть-чуть. В общем, надеюсь, что с ним все окей. Аккуратно его упакую и поставлю, чтобы он ждал, своей судьбы. А сам буду посматривать какие-то более компактные варианты по-любому. Но окончательное решение приму уже когда куплю рюкзак. И вся снаряга будет у меня, чтобы сложить это все в рюкзак и посмотреть, насколько много он там съедает места. То есть, если мне подвернется хороший надувной компактный ковер и недорого, я его закажу, хоть будет и этот. А этот просто выставлю в продажу. Я думаю, я его за те же деньги, что купил, обязательно продам. Поэтому как-то так. Такие мысли по нему. Говорят, что эти ковры самонадувные, очень приятные для сна, особенно чем толще, тем лучше. В отличие от надувных, он ощущается как, похожий на стандартный матрас по ощущениям, потому что там внутри пена и плюс немножко воздуха добавляешь, и оно прям будто спишь как на настоящем матрасе. Опять же, вот сейчас сказал это и думаю, а будет хорошо, если у меня будет сразу 2 ковра, чтобы я мог сравнить, какой из них мне больше по кайфу понравится. И тогда уже, когда придется принимать решение, я уже буду точно
знать, что я не прогадал. Я смогу выбрать удобство или компактность, допустим, да. Ну и на собственном, скажем, теле почувствовать, что для меня конкретно все-таки лучше. В общем, такие мысли по нему. Какое-то странное ощущение, уже сколько я живу в Германии, и все продолжаю удивляться некоторым вещам. Тут даже не в том вопрос, где я живу, а почему-то я вот свою прошлую жизнь в Украине и там ситуации, которые там были, почему-то не могу примерять на другие страны. Вот что такое там может случиться в той же Германии, для меня как-то это удивительно. Вот для примера, сегодня, ну буквально там полчаса назад, иду по улице, напротив, на обратной стороне дороги, сидят на остановке 3 парня. Ну, говорят между собой на плохом немецком, как мне показалось. У них там пивко, пару паков пива пластикового какого-то. Ну, такие типичные украинские гопники, если так взять. Вот. А мне навстречу идут по моей стороне 2 чернокожих парня. Ну, такие цивильные, никаких там растаманов, ничего такого. Абсолютно нормальные хлопцы. И, в общем, эти немцы, в кавычках, их увидели еще метров за 20, и такие начинают взглядом их встречают и напевают. Я, Коко Джамбо начинают вот такой вот. Ну, думаю, пошла вода в хату. В общем, я с этими чернокожими парнями разминулся, ну и слышу сзади, а эти как раз, получается, с ними поравнялись с этими немцами, типа. И те там начинают кричать им со своей стороны: «Аллилуйя!» Те там им «Аллилуйя!» типа «Халло» там. Эти что-то там туда-сюда, там слово за слово такое там, короче, ну, с таким небольшим вызовом что-то говорят, ну, типа там закурить не найдется, что-то те там эти чернокожие найн, в общем, такие себе там чик-чик-чик, в общем, по-бырому оттуда уходят. Ну, думаю, ё-моё, ты посмотри, все прям как у нас. В общем, удивился очень, хотя чему удивляться, да, что тут такого. Ну, неприятный эпизод, конечно, мне так это мерзко стало, ну, слава богу, что там без страхи обошлось и все такое. Ну, а с другой стороны, что я такой стал интеллигентный. Раньше бы, может, дома и не обратил бы на такое внимание или просто поугорал бы. Старость не радость. А я забыл сказать. Я же купил вчера домен вот этот capronhead.com. Купил на год его по суперакционной цене 89 или 98 евроцентов или 99, ну, в общем, меньше 1 евро. Вот. А последующие 2 года по 2 евро за месяц, то есть 24 евро в год будет стоить этот хостинг мне, вернее, это не хостинг, а домен. Вот. Что я с ним буду делать, зачем я его купил, ума не приложу. Просто такое желание возникло, никогда домены не покупал, думаю, а вот попробую, почем они, узнаю. Ну, посмотрел, какие есть сайты, которые продают там целый рынок такой, да, там своеобразные этих доменов и прочих этих услуг. Вот, есть там безусловные лидеры и так далее. Ну, вот я нашел среди таких известных компаний одну, которая подошла мне по цене и по такому варианту, что я ничего не теряю, кроме 1 евро, если я не захочу продолжать потом за собой держать этот домен. Вот так вот. Так что теперь у меня есть, можно сказать, сайтик, на котором я могу что-то делать. Открыть интернет-магазин, вести онлайн-дневник, там просто что-то выкладывать, не знаю. В общем, он теперь мой, хотя бы на год. Нужен, не нужен. В общем, дети с меня посмеялись, говорят, ну ты, батя, вообще с ума сошел на старости. Зачем тебе этот Capronhead? Что это вообще такое? Но звучит неплохо, говорит. Ну ладно. У нас завтра в городе ожидается Армагеддон. Завтра футбольный матч в селе здесь рядом. Ну, это фактически район моего города. Но он так немножко в стороне находится. И вот там будет футбольный матч. У нас команда этого села, она там сейчас стала неплохо играть там в какой-то 3-й лиге, чуть ли не чемпионы или чемпионы даже. В общем, приезжает Лейпцигский Локомотив. Это ответный матч какой-то там принципиальный. Вот. А болельщиков этого Локо будет 4500. Сам этот стадиончик несчастный на 3,5. И, в общем, выделили на их фанатов
600 билетов. Они там, короче, сразу предупредили, что так не годится. В общем, что они будут устраивать здесь веселый денек, маршировать там с каким-то этим, ну, проходку делать по городу. В общем, такое. И там на сайте городском нашем сразу предостережение: ребята, будьте аккуратны, туда-сюда, мы полиции нагоним, там все дела, но тем не менее, короче, опасайтесь. В общем, у меня прям такое дежавю. Я когда-то в моем городе тоже наблюдал похожую ситуацию. Приезжала киевская «Динамо», и там были заворушения, то бишь стычки фанатов. В общем, вот такой вот околофутбол у нас тут немецкий. Посмотрю, чем это закончится, конечно. По идее, они как раз там где-то мимо нашего дома должны проходить этим маршем. Ну, судя, если так географически смотреть направление стадиона, то, скорее всего, да. Ну, а может, они как-то по-другому пойдут. Ну, вернее, наверное, они пойдут так, как им копы дорогу выстроят. А там посмотрим. Но это будет как раз во время моей прогулки, так что я, может быть, даже понаблюдаю этот движ. Я нагулялся на сегодня, что-то около 9 километров вышло. Взял вот ангиботы, так называемые, на следующую неделю. Это ценовые предложения основных сетей супермаркетов в нашем городе. Обычно по субботам раскладывают на остановках такие большие пачки этих газет. Там куча всего, продукты, мебель, в общем, все, что может заинтересовать людей, ложат в этих ангиботах. Надо будет как-нибудь показать цены, что почем. Может, интересно будет. Да и потом инфляцию посчитать когда-нибудь. Зайти год спустя и посмотреть, что насколько подорожало. Когда-нибудь сделаем. Ну а так, на сегодня все у меня. До завтра.